Итоги прошедшей недели на крипторынке подтвердили, что сентябрь является самым негативным месяцем за всю историю существования биткоина, ведь только за последние 7 дней его цена упала гораздо больше, чем за весь месяц в предыдущие годы. В пятницу мы протестировали новый месячный минимум на уровне 52,5 тысячи долларов, и сейчас все как будто бы идет к тому, что критический уровень поддержки 50 тысяч также будет пробит. Ведь вы только посмотрите, что происходит с индексом страха и жадности. Он упал в диапазон экстремального страха с показателем 23, который в последний раз был в ноябре 2022 года, когда биткоин пробил дно 15,5 тысяч. Это приводит к тому, что все больше инвесторов склоняются к более глубокой коррекции до 40 тысяч долларов уже в сентябре, что уничтожит прибыль биткоина за весь 2024 год. В это время такие известные личности, как, например, создатель биржи BitMEX Артур Хейтс, заявляет, что открывать шорт до 50 тысяч, а известный аналитик Питер Бранд прогнозирует обвал до 46 тысяч долларов. Эксперты самого большого банка США JP Morgan заявляют, что биткоину очень сильно не хватает катализаторов для роста, что создает сильное давление на его цену. Но буквально через 3 дня нас ждет один важный отчет ИПЦ, который поставит финальную точку в преддверии решения ФРС. И сейчас прогнозируется, что ИПЦ упадет до 2,6%, а это самый низкий уровень за последние 3 года. Но спасет ли ИПЦ биткоин от падения до 50 тысяч? Я вам расскажу сегодня в ролике. В этом видео мы не только подведем итоги первой недели сентября, но и составим прогноз на следующую, потому что кроме ИПЦ 10 числа пройдут дебаты Трампа и Харрис, которые повлияют на исход выборов в ноябре. Также сегодня мы проведем теханализ биткоина, и я вам покажу, что изменилось после нашего предпоследнего видео о кровавом сентябре. А также мы поговорим про угрозу пузыря технологических акций, ведь за неделю Nvidia потеряла 12% своей стоимости, что является самым большим падением в истории, поэтому устраивайтесь поудобней, а перед просмотром поддержите видео лайком. Ведь напоминаю, как только наберем 2000 лайков, мы выпустим для вас топ самых перспективных монет, которые стоит покупать на дне прямо сейчас. Вам, как всегда, спасибо за поддержку. Меня зовут Влад, мы начинаем. Всем привет, дорогие друзья! Рад вас видеть на канале Coin22, и начать я бы хотел с нашего предпоследнего видео, в котором я сказал, что самая высокая волатильность на этой неделе будет наблюдаться в пятницу, во время публикации данных по рынку труда, что по итогу так и произошло. Именно в пятницу биткоин сначала попытался вернуться на уровень 57 тысяч, но не смог устоять перед падением фондового рынка США, который упал из-за отчета по количеству рабочих мест и безработице. Эти данные оперативно были опубликованы в Telegram, где редакторы нашего канала сообщили вам причины падения биткоина, а на следующий день был предоставлен утренний дайджест с подробным разбором рынка и новостями. А поскольку предстоящий ИПЦ опубликуют уже буквально через 3 дня, рекомендую вам подписаться на Telegram сейчас. Ведь поверьте, 11 числа биткоин может показать еще более активное движение, чем в пятницу, а вот направление его цены будет зависеть от ИПЦ, который вы первыми можете получить только у нас в Telegram канале, так что подписывайтесь. Но многих до сих пор остается вопрос, почему биткоин падает, если мы стоим на пороге смягчения процентной ставки, а инфляция все равно снижается. Сейчас объясню. Под конец недели произошла максимально странная картина. Выложили безработицу, которая соответствовала прогнозам, и число новых рабочих мест, которые оказались ниже ожиданий. По сути, это положительные катализаторы для биткоина, из-за чего его цена сначала подскочила до уровня 57 тысяч, ведь вероятность понижения ставки на 50 базисных пунктов 18 числа увеличилась аж до 47%. Но буквально через час биткоин разворачивается и подхватывает падение фондового рынка, поскольку инвесторы оценили последствия слабого отчета по занятости за август и для своей безопасности решили слить акции ведущих технологических компаний, в результате чего первая неделя сентября для фондового рынка также стала неудачной, ведь он потерял 1,7 триллионов долларов. Хороший комментарий по этому поводу дала Эмили Роланд из фирмы John Hancock Invest Management. Она сказала: рынок колеблется между идеей плохие новости или плохие новости хорошие новости, и ощущением, что это может возродить надежду на то, что ФРС будет действовать более агрессивно, чем ожидают рынки. Говоря простым языком, она имела в виду, что сейчас инвесторы обеспокоены рисками рецессии, но при этом оптимистично настроены на предстоящее понижение ставок. Тем не менее, чтобы избежать нежелательные риски и обезопасить себя от волатильности цен, поскольку, напоминаю, сентябрь оказывает негативное психологическое влияние, многие инвесторы сократили инвестиции в рискованные активы, а именно акции и крипту. Хотя
если бы такой отчет по занятости выложили в период повышенной инфляции, то рискованные активы гарантированно начали бы расти. Также в нашем прошлом видео, которое обязательно советую вам посмотреть, я рассказывал, что сейчас есть риски формирования пузыря в технологическом секторе, за счет чего лидеры S&P 500, как, например, Nvidia, Tesla, Amazon или Google, упали больше всех. Но также трейдеры сокращают свои инвестиции в биткоин, что мы наглядно видим по оттоку из ETF. В пятницу отток составил 170 миллионов, а за всю неделю превысил 700 миллионов долларов. Ведь во время такого неопределенного движения на рынке инвесторы не готовы рисковать. Это наверняка связано с тем, что биткоину очень сильно не хватает положительных катализаторов, о чем написали в своем отчете аналитики банка JP Morgan. Но на самом деле один катализатор есть, и это ИПЦ 11 числа, который покажет уровень инфляции за август. И самое интересное то, что по прогнозам инфляция упадет аж на 0,3% и по итогу составит 2,6%, в то время как цель ФРС это 2%. Вот только что будет с биткоином? В данной ситуации я бы рассмотрел два основных сценария, которые зависят от того, ИПЦ будет выше или ниже 2,6%. В предпоследнем видео я вам говорил, что на фоне высокой безработицы, которая была в июле, есть шансы увидеть падение инфляции. Эти положительные данные могут стать неким глотком свежего воздуха, ведь когда на рынке все плохо, а индекс указывает на рекордный страх, нужна хотя бы одна хорошая новость, чтобы напряжение немного снизилось. Конечно, я не ожидаю, что после ИПЦ через 3 дня мы взлетим, поскольку активная фаза восстановления пройдет в октябре, но тем не менее это может стать первым фактором для того, чтобы падение биткоина прекратилось. Хотя при этом нам нужно быть начеку, ведь если данные не оправдают предварительные прогнозы в 2,6%, то угроза резкого тестирования нового минимального уровня также остается актуальной, потому что сейчас рынок как никогда реагирует на новости, особенно на негативные. Поэтому в преддверии ИПЦ нужно не только рассматривать возможность дополнительного накопления, но и вариант открытия шорт-сделок, чтобы сыграть на падении. И кстати, сегодня команда аналитиков нашей подписки Coin22 Pro уже провела подробный анализ биткоина на следующую неделю, и все участники получили оптимальные точки входа с разными сценариями исполнения, чтобы заработать на движении цены, как, например, от 80% на падении AV, от 75% на росте OP или на многих других сделках, которые предоставлялись на этой неделе. С подпиской Pro вам не придется анализировать рынок самостоятельно, ведь вы будете получать уже готовые торговые идеи с четкими точками входа. А если вы новичок, то на старте вас будет ждать пошаговое обучение, где все уроки разбираются на практике со специалистами. Для комфортной связи вам будет доступна отзывчивая поддержка 24/7, и дополнительно мы соберем для вас прибыльный спотовый портфель, а также поможем сбалансировать тот, который вы уже имеете. Рынок криптовалюты позволяет фиксировать профит, несмотря на падение. И если вы также желаете оставаться в плюсе во время коррекции, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Но, как я сказал в начале, на следующей неделе нас ожидают дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа. И очень интересно, смогут ли они повлиять на рынок, учитывая, какие громкие заявления делал Трамп по поводу криптовалюты, обещая, что сделает США настоящей криптостолицей мира. Дебаты пройдут 10 числа в 21:00 по восточному стандартному времени. Ну, у стран СНГ это уже будет раннее утро, 11 сентября. Июльские дебаты Трампа с Байденом, которые перевернули кампанию по переизбранию президента, кажутся прошлыми как целая вечность. Конечно, по сравнению с Байденом, ожидается, что Харрис выступит куда лучше, в то время как шансы на победу на выборах у нее плюс-минус как у Трампа, и нет явного большого разрыва. Но Трамп – это абсолютно непредсказуемая карта, ведь он добился огромного успеха, игнорируя традиционные правила политики, и он скажет или сделает то, что посчитает нужным в данный момент. А Харрис, которая посвятила несколько дней подготовке, будет действовать по заранее установленному плану. И я думаю, что Трамп подготовит какую-то провокацию и явно будет давить на недавние новости, что Харрис хочет повысить корпоративный налог и налог на нереализованную прибыль, в то время как сам Трамп обещает эти же налоги наоборот сократить. Также Трамп умеет делать шоу, что показали прошлые дебаты. И кто бы как ни критиковал Трампа, он умеет сказать нужные вещи, которые от него хотят услышать во время его выступления. Но будут ли они говорить о крипте? Честно говоря, я сомневаюсь, потому что дебаты пройдут всего 90 минут, и я думаю, что они больше сделают упор на другие острые темы, напоминаю
наподобие инфляции, налогов и мировой геополитики. Хотя, давайте откровенно, на конференции Bitcoin 2024 Трамп кричал, что отправит биткоин на Луну, если он станет президентом. Но реакция биткоина была абсолютно нейтральной, потому что сейчас он все-таки больше зависит от экономики и прямого притока капитала, а не от громких заявлений того же Трампа. Но в любом случае данные дебаты окажут влияние на исход выборов, и до выборов в США осталось буквально 8 недель. Поэтому за результатами данных дебатов мы обязательно следим. Поскольку первую неделю сентября мы закрыли в минус, единственное, что интересует каждого, это продолжим ли мы падать еще ниже, и сможет ли биткоин удержать уровень 50 тысяч. На фоне негативной динамики на крипторынке многие эксперты прогнозируют, что нисходящий тренд скорее всего продолжится. Например, известный основатель криптобиржи BitMEX Артур Хейтс заявил, что прямо сейчас он шортит биткоин. По его мнению, биткоин скорее всего упадет до уровня 50 тысяч, и у себя в твиттере он написал: «Я взял наглый шорт», и самое интересное, что в конце он попросил своих подписчиков помолиться за него. В то же время известный криптотрейдер Питер Бранд предположил, что цена биткоина и вовсе рискует просесть до уровня 46 тысяч. В отличие от Хейтса, Бранд предоставил вот такой график с анализом цены и написал: «Это называется перевернутым расширяющимся треугольником или мегафоном. Тест нижней границы может привести к 46 тысячам долларов или около того. Для возвращения бычьего рынка на прежний уровень необходим мощный рывок к новым историческим максимальным уровням. В этом узоре продажи сильнее покупок. С нисходящим трендом я полностью согласен, но если четко соблюдать влияние этого треугольника, то поддержка и зона ликвидности находится на уровне 50 и 48 тысяч. И при текущей динамике мы вряд ли упадем до 46 тысяч, тем более в сентябре. В целом сейчас биткоин больше движется по тому сценарию, который я озвучивал в предпоследнем видео. Тогда я вам сказал, что если мы не закрепим поддержку выше уровня 59 600, то цена упадет на 4% до уровня 56 тысяч. А далее по коррекции Фибоначчи ближайшая поддержка находится в диапазоне 55 тысяч, где сейчас пытается закрепиться его цена. Ну а что по поводу падения до 40 тысяч? Ведь эту тему также активно обсуждают на рынке. Гендиректор компании Ян 3 прокомментировал такие прогнозы и написал, что медведи, которые говорят, что биткоин упадет до 40 тысяч, не имеют под собой никаких оснований для такого прогноза, кроме надуманного ими самими страха. И действительно, такие прогнозы возникают только из-за страха. Ведь нужно понимать, что для падения до уровня 40 тысяч биткоину придется пройти несколько ключевых диапазонов накопления, где концентрируются большие объемы ликвидности, в том числе и больших фондов, как, например, BlackRock. Но пока сейчас все паникуют, этому безумно радуются киты. Ранее я вам говорил, что они покупают биткоин на уровне 58 тысяч и ниже. Так вот, несмотря на еще одно снижение, накопление со стороны китов вообще не прекращается. Ведущий аналитик фирмы Sentiment отмечает сильный рост накопления биткоина со стороны китов за последние 3 месяца. Согласно данным, адреса, на которых хранится минимум 10 биткоинов, с июля увеличили свои балансы на 34 200 биткоинов, а это более 2 миллиардов долларов, несмотря на волатильность цен. Это указывает на то, что киты уверены в долгосрочном потенциале биткоина, хотя мелкие инвесторы поддаются рыночной панике. Аналитики из Bybit отмечают, что аналогичная бычья тенденция наблюдается и на рынках биткоин-опционов. И помните, в начале видео я вам говорил о рекордном показателе индекса страха и жадности. Так вот, исторические периоды страха и панических продаж часто открывают выгодные возможности для покупки. Для этого надо просто уметь разбираться в рыночных циклах. Абсолютно всегда, когда розничные инвесторы продают из-за страха, киты начинают активно покупать по более низким ценам. С момента выхода нашего предпоследнего ролика динамика накопления биткоина китами продолжается, и это также касается вывода монет с бирж на холодные кошельки. Биткоин массово покидает биржи, а если его нет на биржах, значит и нечего продавать. И это в принципе и так понятно. Но в чем же тогда проблема? И почему мы продолжаем падать? И является ли уровень 50 тысяч тем самым дном? По факту, как я уже сказал, на рынке нет положительных катализаторов, растет страх касательно будущего падения ниже 50 тысяч, что приводит к сильному снижению активности на рынке. А вот в периоды низкой активности рынок никак не может показывать рост. Индекс ежедневных активных адресов от Sentiment также рисует медвежью картину, поскольку он помогает отслеживать активность сети в разных временных интервалах. Рост метрики сигнализирует о большом использовании блокчейна, в то время как снижение адресов указывает на низкий спрос сети. В случае с биткоином адреса упали с 836 тысяч 30 августа до 685 тысяч в пятницу, постоянно снижаясь с середины марта.
И это указывает на то, что спрос на использование блокчейна снижается, что, конечно же, негативно влияет на саму цену. И сейчас больше всех страдают краткосрочные инвесторы. Согласно ончейн-анализу от Glassnode, краткосрочные держатели биткоина в настоящее время несут основную нагрузку нереализованных убытков, которые скопились на рынке. Несмотря на то, что общие рыночные убытки остаются исторически низкими, то эта конкретная группа сталкивается с очень серьезными проблемами. С увеличением нисходящего давления за последние 3 месяца нереализованные убытки краткосрочных держателей постоянно растут. В отчете Glassnode говорится, что это напоминает 2019 год. Но в отчете также отмечается, что более широкий рынок продолжает демонстрировать устойчивость, причем нереализованная прибыль все еще в 6 раз превышает убытки. Тем не менее, краткосрочные держатели, особенно те, кто покупал биткоин в последние полгода, остаются под давлением. Средняя стоимость покупки для этих инвесторов находится в диапазоне 59-65 тысяч, что сильно превышает текущую спотовую цену. Эта тенденция предполагает, что до тех пор, пока спотовая цена не превысит их точку безубыточности, то эти инвесторы будут испытывать давление. Да, из-за этого розничные инвесторы постепенно продают. Но, друзья, те, кто не первый год в крипте, прекрасно знает, что такое находиться в просадке, когда монеты были куплены перед падением. Это нормально, особенно если вы только начинаете изучать рынок. И как показывает лично моя практика, продавать в периоды паники и страха не самое лучшее время, если мы, конечно же, говорим о биткоине. В это время, наоборот, лучше покупать, что вам посоветует любой опытный инвестор. Тот же Баффет и стал миллиардером потому, что он покупал акции во время кризиса и паники на рынке. Давайте просто отмотаем время на год назад. Всю весну и лето 2023 года мы консолидировались и падали на 20%, прямо как сейчас. Сентябрь мы провели просто на одном месте. И только в октябре началось движение. Рынок цикличен, в чем мы убеждаемся каждый год. А данные за четвертый квартал показывают, что это самый лучший период для инвестиций. Не только в крипту, но и в акции. И я молчу про более глобальный цикл, который формирует биткоин после халвинга, что вообще заслуживает отдельного видео. Таким образом, я вам хочу сказать, что инвестиции — это умение ждать, в чем я убеждался не один раз за время работы с криптой. Если подвести общий итог, то я могу сказать, что риски дальнейшего падения до уровня 50 тысяч, конечно же, есть, о чем я вас предупреждал в наших прошлых роликах. Но учитывая, что на рынке нет прямых факторов, которые продолжили бы давить на цену биткоина, именно этот диапазон сейчас рассматривается как потенциальное локальное дно. Ближайшим важным катализатором, за которым мы внимательно будем следить, это ИПЦ 11 числа, ведь он станет последним сигналом, который может изменить решение ФРС и судьбу всех рынков. Ну и конечно же днем X, который разделит сентябрь до и после, станет заседание ФРС 18 сентября, на котором понизят ставку. Я продолжаю придерживаться своих прогнозов, которые были озвучены во всех последних роликах, и делаю ставку на цикличное движение рынков, которое редко когда подводило. Поэтому набираемся терпения, не совершаем ошибок в виде покупки низкокапитализированных альтов, а четко придерживаемся своей стратегии, которую мы себе установили ранее. Я буду благодарен, если вы поддержите ролик лайком и комментарием, а лучше подпишитесь на телеграм-канал, где ежедневно публикуются важные новости, а также много полезной информации. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ни в коем случае не пропустить будущие видео. Вам желаю удачи и прибыльной следующей недели. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!